Помидоры сочные, ароматные, спелые. И самое время приготовить из них что-то вкусное. Сегодня покажу вам сразу два рецепта закусок с помидорами. Начнем с первого. Он простой, но настолько удачный, что я готовлю его очень часто. Беру 3 средних помидора и нарезаю дольками. Такой способ мне нравится больше всего. Дольки остаются целыми, не разваливаются и пропитываются равномерно. Размер помидоров не имеет значения, подойдут любые, лишь бы были спелыми. Дальше красный лук. Нарезаю его кольцами. Во-первых, красиво, фиолетовые кольца отлично смотрятся на фоне красных томатов. Во-вторых, он мягче и слаще обычного. Если лук очень острый, можно слегка обдать его кипятком или замочить в холодной воде на 10 минут. И все, он уже не такой резкий. Теперь заправка. Делаю ее прямо в миске. Растительное масло подойдет любое. Но чем ароматнее, тем интереснее вкус. Оливковое, подсолнечное с запахом семечек или даже тыквенное. Выбирайте, какое любите. Добавляю яблочный уксус 6%. Он мягче столового и хорошо подчеркивает вкус овощей. Сахар, соль, копченая сладкая паприка, немного дижонской горчицы. Это мой любимый вариант. Горчица добавляет пикантности, а паприка – легкий аромат дыма. Не забываю про зелень. Чем больше, тем лучше. У меня петрушка. Нарезаю крупно. В этом рецепте она не просто украшение, а полноценный ингредиент. Можно взять укроп, кинзу или даже базилик, как вам больше нравится. Теперь все перемешиваю, аккуратно, чтобы не повредить ломтики. И даю немного постоять хотя бы 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Кстати, весь список ингредиентов в описании под видео, чтобы вы смогли сохранить его и не забыть. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить второй рецепт. Он будет в этом же видео, но не менее интересный. Напишите в комментариях, добавляете ли вы что-то еще в такие салаты. Может, кто-то использует сыр, маслины или добавляет чеснок. Вкусные и ароматные помидоры. Казалось бы, что еще можно придумать с помидорами? А вы когда-нибудь задумывались, какие помидоры вкуснее? Розовые, желтые или все-таки красные? Я раньше выбирала по привычке, а потом стала замечать, что розовые более мясистые, желтые мягкие, сладкие, а красные чаще с кислинкой. Перед приготовлением обязательно мою помидоры и удаляю сердцевину. Нарезаю их крупными дольками, так чтобы кусочки сохраняли сочность. Но если вам нравится, можно порезать и кружочками, как больше любите. Чем больше разнообразия на тарелке, тем аппетитнее выглядит. Дальше беру 3-4 зубчика чеснока, выдавливаю его через пресс и отправляю к помидорам в общую миску. Люблю, когда чеснок чувствуется, но если не хотите остроты, просто уменьшите количество. Теперь зелень. Беру петрушку и укроп. Нарезаю их довольно крупно. Так зелень остается заметной, не теряется среди помидоров и дает ту самую летнюю свежую нотку. Кстати, как вы относитесь к кинзе? Мне кажется, это на любителя. Но вот кто любит, тот добавляет ее везде. Сразу добавляю соль по вкусу. Кто-то предпочитает экстра, кто-то каменную. А вы какой считаете идеальной для салатов? Немного сахара, буквально щепотку, чтобы сбалансировать кислоту томатов и уксуса. Молотый черный перец обязательно. Причем, если есть свежемолотый, используйте его. Не зря ведь говорят, что аромат специй раскрывается именно в первые секунды после помола. Теперь добавляю 2-3 столовые ложки растительного масла, без запаха. Так, чтобы оно только подчеркнуло вкус, а не забрало внимание на себя. Мой любимый штрих – молотый кориандр. Не все его используют, но он делает салаты с помидорами гораздо интереснее. И он отлично сочетается с чесноком. Для пикантности немного красного стручкового острого перца. Нарезаю его мелким кубиком и добавляю совсем чуть-чуть. Главное не переборщить. Это не острый салат, а такой, знаете, с легкой ноткой жара. Последний ингредиент – натуральный яблочный уксус. Добавляю примерно 1 столовую ложку, но можно и по вкусу. Он делает вкус ярче, подчеркивает сладость томатов и зелени. Если вы не используете уксус, попробуйте лимонный сок. Но лично мне яблочный кажется мягче и интересней. Все тщательно перемешиваю. Такой салат можно подавать сразу. Помидоры уже дали сок, чеснок и специи раскрываются практически моментально. Но если постоит хотя бы минут 15, то становится еще вкуснее. Его можно подать к картофелю, к мясу, к кашам или даже просто с хлебом. И это уже полноценный прием пищи. А вы как часто готовите такие быстрые салаты? Есть ли у вас любимая комбинация зелени и специй? Делитесь в комментариях. Спасибо вам за просмотр, подписку. Отдельное спасибо за комментарий. Приятного аппетита!